Привет, девчонки и мальчишки! Сегодня будем вытворять в ванне. Покажу вам, как я перекрасила старые ржавые металлические полочки из душевой кабины и обновила зеркала из той же кабины, которые облезли по краям. В конце вам расскажу, как очистить ржавчину, если у вас нет пескоструя, и проведем тест-драйв перекрашенных полочек после двухмесячной эксплуатации. Ну супер, стою с электрическим прибором, включенным в ванне. Вот так выглядели мои полочки перед тем, как я их очистила от ржавчины и от отслоений. Делала я это с помощью песка, самодельным пескоструем, который смастерил мой папа. Он представляет собой простую насадку с соплом из металлической трубочки, ну и подключается к компрессору. Обязательно защитите себя от песка, потому что летит он во все стороны. И, конечно же, обязательно закрываем лицо маской. Тщательно счищаем все отшелушивающиеся части. Ну и те места, где ржавчина, стараемся счистить до матового состояния. Вот вам для сравнения уже очищенная и еще не очищенная полочка. Ну, я думаю, вы видите разницу невооруженным глазом. Вот так это выглядит в итоге. Далее надеваем масочку, чтобы обезопасить себя от паров химических веществ, которыми мы будем работать. Протираем как следует обезжиривателем все детали и обязательно покрываем грунтовкой, чтобы не писали на краске, на баллончике. Обязательно это делаем. Какая бы супер-пупер краска там ни была, которая ложится и держится без грунтовки, таких красок в принципе не существует. Поэтому наносим грунтовку, тем более это совсем недорого. Вот этот баллончик обошелся мне всего рублей в 300, его хватило на все детали. И еще осталось на стойке душевой кабины, которую я тоже также перекрашивала. Старайтесь распылять очень аккуратно. Так как я это делала на камеру, на первой детали у меня появились наплывы, которые потом пришлось удалять с помощью того же пескоструя и заново грунтовкой эти места перекрашивать. После того, как грунтовка высохла, наносим краску. Почему я использовала баллончик? Потому что из него краска ложится максимально ровно и гладко, без разводов, так как будто бы детали окрашивали в промышленных условиях. Чтобы мои детальки никуда не улетели в процессе, если их случайно, например, задеть, я их прикрутила теми же болтами, которыми они крепятся в душевой кабине, к коробкам. И уже таким образом можно было спокойно их окрашивать, не боясь, что они упадут. Вот так они выглядят после 2 слоев краски. Ну и мой секрет прочного покрытия, которое выдерживает очень высокие температуры и влажность, это эпоксидная смола вместо лака. Вообще рекомендуют покрывать лаком, но я уже испробовала, проверила на практике, все-таки эпоксидная смола намного прочнее и устойчивее к влаге. Позже я вам покажу эти полочки спустя 2 месяца использования. Главное размазать эпоксидную смолу очень-очень тонким слоем, иначе она будет стекать и образовывать подтеки. Вот такой результат получается, по-моему, очень даже неплохо. Ну все, можно крепить на место. Я довольна результатом. Как вам? Пишите в комментарии. Мне будет очень интересно вас послушать. И был ли у вас такой опыт работы с пескоструем? Ну и пришло время вам показать, что же я сделала с зеркалами, как мне удалось сохранить моим родителям кучу денег, потому что они уже собирались заказывать новые. Так как я вдохновилась работой пескоструем, и для меня это оказалось очень интересным, релаксирующим занятием, прям, знаете, такая медитация. Кто человек творческий, меня обязательно поймет. Ну и если вы пробовали уже работать с пескоструем, вы тоже меня поймете. Я решила попробовать счистить отшелушившиеся края зеркала. Давайте посмотрим, что же из этого получится. Сначала заклеила края малярным скотчем и отметила те места, которые я хочу отпескоструить. В этих местах зеркало станет матовым, с таким белесым оттенком. Ну и также видите небольшой лайфхак с использованием строительного уголка, как быстро наметить линии на нужном расстоянии от края. Так, ну что, давайте пескоструить. И здесь можете совсем не бояться, если песок попадет на малярную ленту, он ничего ей не сделает, уже проверено. Можно работать совершенно спокойно, и получится максимально четкий край.
Вот так он будет выглядеть. По-моему, супер. Я даже подумала, что если будут какие-то пятна на зеркале или отслоения, то можно было бы придумать рисунок, вырезать его по принципу трафарета из малярного скотча и просто-напросто отпескоструить. Тогда бы на зеркалах получился интересный рисунок. Ну и опять же секретный секрет, чтобы дальше зеркало не продолжало отслаиваться, я сзади покрыла также тонким слоем эпоксидки. Имейте в виду, что если эпоксидка попадет на матовую поверхность стекла, то оно станет прозрачным, поэтому наносить нужно аккуратно. Но все же минимальный заход на матовую поверхность я сделала, чтобы было хорошее сцепление эпоксидки со стеклом, и вода не проникла под зеркальное покрытие. Ну и давайте проверим результат. Он получился потрясающим. Я счастлива, просто даже не могу сказать как. Я сэкономила родителям кучу денег, получила огромное удовольствие, ну и новый опыт для себя. Результат превзошел все мои ожидания. Я очень надеюсь, что этот мой опыт будет вам полезен. Ну и поделитесь своими соображениями в комментарии, мне будет очень интересно их почитать. Ведь я очень старалась сделать для вас интересное видео, иногда даже рискую собственной жизнью. Ну супер, стою с электрическим прибором, включенным в ванне. Если у вас нет пескоструя, то вы можете как минимум взять его в аренду, как максимум найти папу, брата, дядю, друга и так далее, соседа, у которого есть гараж с компрессором, и попросить его сделать для вас пескоструй. А может быть даже у него уже он есть, но вы об этом не знали. Ну и самое, конечно, простое, использовать обычную наждачку. Это будет немножко сложнее, дольше, возможно, но тем не менее это способ абсолютно рабочий. Также можно использовать насадку для фрезеровочной машинки или насадить ее, например, на шуруповерт или дрель, и этой абразивной насадкой чистить всю ржавчину или краску. И сейчас просто хочу проверить на прочность прямо вместе с вами. Приступим? Итак, я перекрашивала пару месяцев назад уже вот эти железяки, полочки, вот эту трубку, которая держит душ, вот эту держалку, по-моему, все. И еще вот эту полочку, которая здесь находится внизу. В эксплуатации они находятся уже где-то пару месяцев, как я сказала. И обратите внимание, это не просто душ, это душ с хамамом. То есть здесь достаточно большие температуры, пар постоянно, да. И вот они уже 2 месяца, как видите. За 2 месяца ничего не произошло. Ну, что касается ржавчины, единственное, что, как видите, пятна, ну, это, естественно, известь. Налипла, никак она не хочет у меня фокусироваться на полочке, вот, видно, да, пятнышки белые. Вот, это все звездка. Я ее хочу сейчас вместе с вами попробовать оттереть. И если посмотреть вот на эту полочку внизу, то видно, она прям в идеальном, да, состоянии, то есть с ней ничего не случилось. Здесь вот, мне кажется, какая-то как будто царапина. Но это, скорее всего, сделали, когда двигали. Потому что, видите, ее подвинули и просто, видимо, поцарапали, пока двигали. А так вот, то есть, видите, когда я их покрасила, вот такой вид они имели. Такой матовый хром. Выбрала эту краску, почему-то мне захотелось именно матовую. Как-то она, мне кажется, богаче смотрится, что ли. Кстати, перекрашивала вот эти стойки тоже. Они были кое-где облезшие. Вот. Ну и сейчас попробую очистить. Так, ну что, я залезла в душ, взяла у мамы вот такую штуку, написано для ванной, от известкового налета ржавчины, без хлора. В общем, написано побрызгать и оставить на 10-15 минут. Брызгаем. Ну и все, и ждем. Так, ну что, 15 минут прошло. По крайней мере, как видите, они не облезли за это время. Беру губку и потру. Вот на мокрых вообще не видать, конечно, эти пятна. Что я там тру, я, получается, сейчас как бы особо и не понимаю. Я не думаю, что эта жидкость сама по себе просто взяла их и удалила. Так, не знаю, хватит или нет. Ну вот я потерла. Что, давайте, наверное, смоем теперь это все дело. Так, беру душ. Ой, сверху тропический запах практически на телефон. Вот я молодец. Так, смываем.
Думаю, наверное, достаточно. Водичка горяченькая. Так. И давайте теперь протрем это все. Блин, что намочила. Сейчас я поближе поднесу, протрем это все насухо. И сейчас проверим, сработало оно или нет. Так, ну смотрите, ну я не вижу пятен. По-моему, оттерлись. Пятна оттерлись. Покрытие не слезло. Эпоксидка отлично работает. Сейчас свет поближе поднесу. Смотрите. Все очистилось прекрасно. Пятен нет, разводов нет. Шикарно. Просто шикарно. Смотрите, за пару месяцев абсолютно ничего не случилось. Ничто не облезло. Так же, как и зеркала, как видите, да? Вот они все края. Так как они хорошо были замазаны эпоксидочкой, все прекрасно, ничто нигде не облазит. Все тут же четкий контур. Ну и, как видите, опять известь тут никто не мыл, наверное, эти 2 месяца без меня. Вот и второе зеркало тоже. В общем, рабочая схема. То есть смотрите разницу. Вот полочка, которую я не отмывала. Да, видно на ней налет. И полочка, которую только что сейчас отмыла вместе с вами. Шикарно, как новая, просто как новая. В общем, я довольна. Я абсолютно, ребят, довольна. Я считаю, это рабочий способ, если у вас есть папа с компрессором, который может соорудить трубочку для пескоструя. На самом деле, он мне говорил, что это очень просто. А может быть, у вас есть такой брат, дед, сосед там или еще кто-то. В любом случае, вы можете этот способ использовать. Либо же, если нет пескоструя, то просто обработать насадкой для, например, шуруповерта или насадкой для дрели. Они продаются, они стоят очень дешево. Или, может быть, есть у кого-то маленький фрезер. Дешевенький даже подойдет. Просто к нему насадочку и, пожалуйста, вот то, что вы можете сотворить своими руками. А обработав эпоксидкой, собственно, главный секрет, да, вы еще и надолго это все сохраните. Вы представляете, сколько бы это новое все стоило? Вот, а нам обошлось это все в копейки. Просто в копейки. Зеркала бесплатно. Вообще бесплатно. Потому что эпоксидку, которую я там использовала, там просто, мизер какой-то, капля эпоксидки. И все, зеркало как новое и абсолютно не облазит. Даже в хамаме, как видите. То есть этот метод рабочий и для бани, что примечательно.